Слышишь, тихо-тихо крадется сказка на наш подоконник. Закрывай глазки, устраивайся поудобнее. Сегодня папа Колючка расскажет о самой опасной экспедиции кактусят. Все началось в субботу утром. Солнышко только-только пригрело стекла, как вдруг подоконник затрясся. Бах! Будто случилось небольшое землетрясение. Малыши Данилка и Сашка испуганно вжали иголки. Прямо посреди подоконника, преграждая путь к свету, развалилась огромная пушистая черная гора. Это был он, хозяин квартиры, гроза что и любитель поохотиться на фантики. Кот по имени Рич. Его огромный хвост лениво покачивался туда-сюда. Тук-тук, тук. И каждый этот тук сдвигал горшочек бизуна на пару миллиметров. «Ого-го!» – прошептал Дивун, вытаскивая свою лупу из росы. Пушистый кот заблокировал наше солнце. Нам не пройти к витамину D. Марина, как главное по порядку, сразу нахмурилась. Рич разлегся прямо на нашей чистой зоне. Это непорядок. Нужно вежливо попросить его уйти. Ага, попроси его, проворчал практичный Сашка. Он вчера мою любимую землю из горшка выкопал просто так, ради шутки. Он огромный. Мы для него как маленькие зеленые огурчики. Но бегун уже прыгал от нетерпения. Объявляю операцию «Мягкие лапки». Мы должны прорвать блокаду. Я отвлеку его, побегу по раме, а вы пробирайтесь мимо хвоста. И началась настоящая шпионская миссия. Бегун с криком «Это вместо зарядки!» пронесся мимо кошачьего носа. Кот приоткрыл один огромный желтый глаз, лениво повел усами и сладко зевнул, показав розовый язычок. Бегун для него был слишком мелкой мишенью. Тогда вперед выдвинулся Витька. На нем по старой памяти был шлем-дуршлаг. За ним прыгал Дивун, а на плече у Витьки сидел их новый друг Светлячок Светлик. Они подобрались к самому носу великана. Рич принюхался. Его усы защекотали Данилку, который от страха зажмурился. Кот
протянул огромную мягкую лапу с розовыми подушечками и аккуратно самым кончиком когтя тронул дуршлаг на голове Витьки. «Дзынь!» — тихонько отозвался дуршлаг. Кот удивленно мяукнул. «Мур!» И тут светлячок-светлик включил свой фонарик на полную мощность прямо перед кошачьим носом. Пш! Космический лазер к бою готов! Рич от неожиданности чихнул, забавно повел ушами, понял, что эти колючие зеленые штучки умеют светиться и звенеть. И решил, что с ними лучше не связываться. Великан лениво поднялся, потянулся всем своим длинным черным телом и спрыгнул с подоконника на пол, гордо задрав хвост антенну. Путь к солнцу был свободен. «Ого!» — победно закричал Дивун. «Мы победили дракона! Подоконник наш!» Папа Колючка, который всю операцию держал наготове свои самые длинные защитные иголки, облегченно вздохнул и улыбнулся. «Вы у меня настоящие храбрецы, как тусята. Но помните, даже самый большой кот уступает перед дружбой и смекалкой. А еще, кажется, Ричику просто понравился Витькин шлем. С тех пор Рич иногда приходит на подоконник, но горшки больше не двигает. Он просто ложится рядом и слушает, как папа Колючка читает малышам сказки, тихонько мурча, мурлыча в такт. Спи ты, дорогой дружок, твой пушистый сон уже близко. Спокойной ночи. Пока-пока.